Пятый юбилейный форум «Армия» показал новинки во всех областях российского ВПК. Но это не самое главное. За годы проведения выставка стала реальным инструментом взаимодействия армии и промышленности, эффективной площадкой отраслевых дискуссий. Ежегодное проведение форума позволяет экспонентам отслеживать ввод своих изделий в строй. Результат только 2019 года – контракты на 1 триллион рублей. На первых выставках «Армия» показали целый ряд инновационных платформ, прорывных, но часто недоработанных. Задача их насыщения, испытаний и, наконец, ввода в эксплуатацию успешно решались с каждым форумом. Пример – доработка платформы «Армата» и прочей бронетехники, обмен опытом работы в Сирии и других регионах, модернизация боевой авиации и, наконец, развитие беспилотных систем. На Земле премьерой форума стал обновленный бронеавтомобиль «Тигр». Машина создана с учетом опыта эксплуатации в боевой обстановке и пожеланий военных. Также на «Армии 2019» показали обновленную линейку бронеавтомобилей «Атрим Дизеля». Продолжается обновление техники инженерных войск. Например, в 2018 году кран-манипулятор КМВ-20К еще проходил испытания. Сейчас он уже принят на снабжение. Также на форуме представлены технические решения для обслуживания бронетехники, в том числе с элементами цифровизации. Бронированный автомобиль многоцелевого назначения «Атлет», который мы позиционируем как новое поколение знаменитых наших «Тигров». Эта машина, в отличие от «Тигров», получила большую защиту. Баллистическая защита на уровне 5 класса по ГОСТу или 2 по ОТТ. И противоминная защита на уровне 2 кг в тротиловом эквиваленте, под колесом или под днищем. Более мощный двигатель, 240 лошадиных сил. Машина рассчитана на перевозку 8 человек. Вторая машина из этой серии «Атлет» – это автомобиль специального назначения, демонстрируется в Алабе на демонстрационном показе со стрельбой. Я представляю продукцию Клинцовского тракторного завода. С правой стороны от меня стоит уже принятая на снабжение машина. Это кран-манипулятор военного назначения КМВ-20К. В этом году проведена межведомственная комиссия рабочей конструкторской документации, присвоена серийная литера О1. И начиная с этого года данная машина будет поставляться в войска. Компания «Темп» является ведущим предприятием по разработке и внедрению систем накопления энергии на базе суперконденсатора собственно запатентованной конструкции. На выставке «Армия-2019» мы представляем несколько решений, которые можно применить в Министерстве обороны Российской Федерации, а это непосредственно системы гарантированного запуска двигателей любой бронетанковой вооружения техники, военно-автомобильной техники. Одна из новинок, это система автономная, стартерная, пусковая для прогрева и запуска танков, в основном для танков. А так, конечно, для любой военной техники с бортовым напряжением от 12 до 24-48 вольт. АО «Снитушмаш» входит в госкорпорацию «Ростех». На данном форуме впервые представила широкой публике пистолет «Удар». Данный пистолет показывался ранее различным журналистам и заинтересованным лицам, но на форуме он демонстрируется впервые. Данный комплекс имеет калибр 9х21 и имеет две комплектации – общевойсковую и специальную комплектацию. Вес общевойсковой комплектации 780 грамм, специальной 800 грамм, с ПБСом килограмм 50 грамм. Одной из значительных особенностей является использование самого мощного пистолетного боеприпаса в России из принятых в армию. Это калибр 9х21. Его прицельная дальность, в отличие от штатных ранее принятых образцов, составляет 100 метров. Для пистолета это довольно много. Мы выпускаем комплексные системы инфраструктуры. Наши комплексы позволяют таким образом из отдельных модулей компоновать целые города, заводы, госпитали и командные пункты любого уровня. Это командно-штабной модуль площадью примерно 40 квадратных метров, раздвижной модуль, так называемый кузов-контейнер переменного объема. В простонародье его называют еще трансформером. Он позволяет развернуть достаточно большое помещение. На монтаж палатки на неподготовленной местности может потребоваться до нескольких часов. Этот разворачивается в течение 20 минут и имеет все необходимые системы жизнеобеспечения, которые обеспечивают комфортную работу в полевых условиях, включая температуру, влажность, энергетика высокого качества
и так далее. Это разработка узкоспециализированного, вероятно, военного назначения, предназначена для автономного быстрого электроснабжения удаленных труднодоступных территорий. Электрическая мощность такого реактора по требованию заказчика может быть от 400 кВт до 1,2 МВт, при этом мощность может варьироваться с шагом 200 кВт. Установка комбинированная, в качестве основного источника энергии использует ядерный реактор с газовым охлаждением, то есть способна работать в условиях крайнего севера при температурах до минус 50. Стартовый и резервный источник питания – это газотурбинная установка. И возможно завершение НИОКа по установке в течение нескольких лет. Главными военно-морскими новинками форума стали концепции и проекты кораблей с энергоустановками принципиально нового типа. Речь идет о перспективном среднем авианосце разработки Крыловского государственного научного центра. Водоизмещение корабля 76 тысяч тонн. Он займет промежуточное место среди концепций Крыловского центра. А Санкт-Петербургское морское бюро машиностроения «Малахит» создает газотурбинную воздухонезависимую энергоустановку для подлодок. Единый ГЭУ для надводного и подводного хода планирует оснастить субмарину П-750Б. Ее можно создать до конца госпрограммы вооружений. Важным трендом военно-морской тематики остается импортозамещение. Мы представляем линейку авианесущих кораблей от легкого авианосца 44 тонн с газотурбинной установкой до тяжелого атомного 95-100 тысяч тонн водоизмещением у нас планируется. Решение о том, какой авианосец будет нужен, пока что окончательно еще не принято. Видимо, строительство будет производиться постепенно, от легкого к тяжелому. На нашем стенде также представлены наши разработки по универсальным десантным кораблям. Это десантный корабль водозамещением 23 тысячи тонн, эскадренный миноносец «Лидер» с неатомной энергоустановкой порядка 18 тысяч тонн водозамещением и перспективный многоцелевой корвет тримонаранной формы 2000 тонн водоизмещением. Наша компания «Завод Арсенал» представила на данном форуме данную корабельную артиллерийскую установку АК-176МА исполнение 01. Это наша последняя разработка. Она является классическим продолжением предыдущей разработки АК-176МА. Данная установка от предыдущей отличается тем, что здесь башня является необитаемой, наведение ствола осуществляется исключительно по радиолучу. И она стала точнее. Плюс исполнение стелс сделано. Мы в этом году представляем свое оборудование на выставке «Армия-2019». Основные наши новинки – это опреснительные установки. Опреснительная установка производительностью 15 кубов в сутки представлена в рабочем состоянии с имитатором морской воды. Посетители могут фактически убедиться в ее работоспособности, запустить и попробовать пресную воду на выходе. Ручная опреснительная установка впервые нами представлена на выставке. Предполагается ее использование для закладки в спасательные плоты, установки на катера и яхты. Авиационный кластер запомнился десятками беспилотников. От макета новейшего тяжелого охотника до нанодрона и совы, которая привлекла всеобщее внимание. В области беспилотной авиации предстоит сделать еще многое. Будущее за сетицентрическими системами интеграции воздушно-космической, надводной, подводной и наземной сред. Одним из экспонатов научно-производственного предприятия авиационные системы на выставке «Армия-2019» выставлен пилотируемый вариант вертолета SkyMach 3001. Вертолет легкого класса, максимальная взлетная масса 800 кг, полезная нагрузка 175. Потолок вертолета до 4000 метров, продолжительность полета до 4 часов. Максимальная скорость 200 км в час, крейсерская 175. Основное предназначение этого вертолета мы видим в первоначальном обучении летного состава. Компания Steelsoft представляет комплекс с беспилотным летательным аппаратом «Альбатрос-П». Данный комплекс предназначен для охраны государственной границы, охраны больших площадных объектов. Беспилотный летательный аппарат находится внутри стартового контейнера в дежурном режиме.
на зарядке. При сработке извещателя автоматически выдвигается стартовая платформа, и коптер осуществляет полностью автоматический взлет и полет в точку, где сработал наш датчик. Далее оператор с автоматизированного рабочего места имеет возможность мышкой управлять его полетом для того, чтобы сопровождать объект интереса, сопровождать цель. После выполнения задания оператор нажимает кнопку «Дом», и беспилотник полностью автоматически осуществляет посадку в стартовый контейнер. Контейнер закрывается, беспилотник становится на зарядку. Таким образом, мы изобрели новое изделие, новое слово в области охраны объекта. Это полностью автоматическая летающая камера, для которой не требуется обучение оператора, которая выполняет задачи полностью в автоматическом режиме. Главными трендами Пятой армии стали технологичность, цифровизация и межотраслевая кооперация, а также безопасность. Российские инженеринговые центры помогают интеграции разработок промышленности. Холдинг «Сибир» – это системы инновационной безопасности России. На сегодняшний день на выставке представлен продукт. Это система СКУД, контроля доступа, которая включает в себя распознавание по сетчатке глаза. Эта разработка, она позволяет на стратегических предприятиях, которые мы охраняем, усилить антитеррористическую защищенность объектов, а также ускорить прохождение контроля доступа на стратегические объекты. С 2010 года специалисты группы компании «Моском» разрабатывают средства защиты от низкоуровневых угроз и НДВ сотовых телефонов, несанкционированного съема окружающей речевой и видовой информации. Необходимость обеспечения защиты обрабатываемой на телефоне информации, а также защищенного доступа к ведомственным ресурсам привела к необходимости создания защищенных смартфонов, а также инфраструктуры их взаимодействия между собой и централизованными ресурсами, системы ведомственной защищенной связи. Группа компании «Моском» в настоящее время ведет работы по модернизации линейки собственных защищенных сотовых телефонов с целью реализации механизмов шифрования передаваемого голосового сообщения. В рамках данных работ возможна реализация необходимых мер, минимизация угроз утечки служебной информации. В интересах Министерства обороны возможна реализация специальных требований, связанных с особыми условиями эксплуатации. Защищенный корпус, увеличенная аккумуляторная батарея, специальные зарядные устройства. Применяемые алгоритмы шифрования полностью соответствуют требованиям российского законодательства, а защищенность всей системы связи нечувствительна к утере или компрометации отдельных абонентских устройств. Данное решение позволяет в минимальные сроки развернуть систему защищенной связи на базе существующих систем и предотвратить утечки служебной информации. Мы производим в основном двигатели для беспилотных самолетов, легких вертолетов и маленьких катеров. Из-за того, что материал, из которых они изготавливают двигатели, очень легкий, расстояние, на которое могут летать данные беспилотники, очень сильно увеличивается, и скорость в том числе. То есть у них есть достаточно большие преимущества, которые они бы хотели показать и рассказать нашим российским компаниям. Наши двигатели мощностью от 7 до 800 лошадиных сил, и они могут использоваться как в военной сфере, так в том числе и в гражданской авиации. Соответственно, на данный момент они пытаются заключить контракты и предоставить информацию нашим компаниям вне военной сфере. По всем показателям у нас есть устойчивая динамика увеличения количественных значений. Количество научно-деловых мероприятий, оно значимо увеличено по отношению к прошлому году. Количество посетителей, участников научно-деловой программы, руководство страны, руководство вооруженных сил проявляют большую заинтересованность к мероприятиям научно-деловой программы. По отношению к демонстрационному показу также увеличено количество техники. Демонстрационная программа стала более насыщенной, более интересной, и поэтому вызывает еще больший интерес у посетителей и у специалистов. Иностранные посетители традиционно проявляют большой интерес к перспективной технике, поэтому экспозиция, посвященная перспективному вооружению и военно-специальной технике Российской Федерации, она вызвала повышенный интерес у
у иностранных посетителей. Мы эту экспозицию в этом году увеличили в 2 раза. Причем большая часть экспозиции – это техника, которая ранее не демонстрировалась для открытого показа. Кроме этого, иностранные специалисты с удовольствием посещают стенды Рособоронэкспорта, высокоточного оружия, концерна ВКО «Алмаз-Антей». И в этом году большая заинтересованность экспозиции, которая представлен военно-инновационный технополис «Эра». Вот лично для себя я бы хотел отметить именно стенд, который демонстрировался под эгидой военного инновационного технополиса «Эра». Почему? Потому что там было сконцентрированы и интегрированы все инновационные, технологические, прорывные вещи, которые за год были разработаны. Поэтому это некая концентрация всех инновационных идей вооруженных сил, которые были разработаны как специалистами различных возрастов. Уже можно сказать, что на будущий год форум состоится, и он явно будет еще больше, чем в этом году. Уже активно идет бронирование площадей, мы ждем выпуска распоряжения правительства, которое точно укажет нам сроки проведения форума на будущий год, но в проекте август месяц уже есть, и я уверен, что на будущий год те стенды, которые сейчас на выставке представлены, безусловно, станут еще больше. И мы уже сейчас задумываемся над тем, где, собственно, нам придется на будущий год экспозицию размещать. Возможно, понадобится и даже новый павильон. Работа идет полным ходом. Постоянно приходят сюда участники форума. Здесь для них специально организована площадка, где мы представляем уже форум «Армия-2020». Как вы видите, на плане свободных мест с каждой минутой остается все меньше и меньше. На самом деле идет абсолютно такая честная борьба за лучшие места. И я могу сказать, что скоро даже уже не самые близкие к центральному проходу стенды будет такая здоровая конкуренция. Военная медиагруппа «Милпресс», выступая приоритетным информационным партнером выставки, освещает форум «Армия» с 2015 года. За это время в разделе, посвященном работе форума, опубликовано свыше 600 новостей, видеосюжетов, обзорных статей. Традиционно эту информацию используют военные специалисты как во время подготовки к выставке, так и для более подробного изучения информации о продукции после ее окончания. Так, наши партнеры в ходе армии отмечали внимание высшего командного состава Минобороны РФ к обзору новинок форума, который медиагруппа «Милпресс» опубликовала заранее. Это свидетельствует об аналитической работе, которую ведут представители госзаказчика для более эффективной коммуникации с предприятиями ВПК. Потребность в отраслевой аналитике все чаще возникает и у самих оборонных предприятий. Руководители компаний-участников армии сообщали «Милпресс», что разработка их новинок базировалась на выявленных потребностях военного рынка. Для компаний, только начинающих работать с ВПК, такую аналитику готовит военная аналитическая группа «Мил Консалтинг», работающая в содружестве с «Милпресс». Всего на «Армии-2019» команда «Милпресс» осветила деятельность более 60 предприятий ВПК, опубликовав на страницах своих изданий свыше 100 эксклюзивных материалов. Охвачены были также иностранные экспозиции. Точный перевод при общении с зарубежными делегациями обеспечили специалисты компании Ego Translating SB.